От пациентки в течение последних 2 лет периодически беспокоит тошнота, рвота, тупые боли в левом подреберье. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 71 года, дата исследования 22 июня 2023 года, область исследования органы брюшной полости и забрюшинного пространства. Толщина сканов представленных томограмм 5 мм. Контрастного усиления нет, что крайне затруднило трактовку результатов сканирования. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРП 134 мм, КРЛ 59 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность плюс 37 плюс 40 ху, в левой доле киста диаметром 17 мм. Диаметр портальной вены 12 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Холедок до 5 мм. Поджелудочная железа инволютивно изменена, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность плюс 7 плюс 23 Хаунсфилда, Вирсунгов проток не расширен, парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка не увеличена, размером 90 на 30 мм, с четкими, ровными контурами, без рджа контрастных очагов, капсула прослеживается на всем протяжении, надпочечники не увеличены, обычной структуры, уай-образной формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. В синусе многочисленные жидкостные образования диаметром до 20 мм. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. В синусе многочисленные жидкостные образования до 29 мм. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты многочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. В области пупка сформировано грыжевое выпячивание сальника до 37 мм, диаметр грыжевых ворот 30 мм. Заключение КТ-картина жирового гепатоза печени, инволютивных изменений ткани поджелудочной железы, кист синусов обеих почек, пупочной грыжи, атеросклероза аорты, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела аорты. Рекомендована консультация хирурга, терапевта. 23 июня 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога, записанный на диск томограммы низкого качества, их толщина 5 мм, а должна быть около 1 мм, за счет этого информации меньше. В целом, можно сказать, что есть достаточно крупная пупочная грыжа. Она может давать боли по всему животу, ее нужно удалять. С этим вам нужно к хирургу обратиться. Также есть диффузного плана изменения в печени и в поджелудочной железе. С этим лучше к терапевту обратиться. Кисты в почках особого значения не имеют, но разумно будет сделать УЗИ почек и проконсультироваться у уролога.